Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Таша Муляр. Сегодня хочу вам показать еще одну прическу для тонких волос средней длины. Колосок. Вроде это такая достаточно простая прическа. Я думаю, что колосок на шикарных волосах сделать вообще не проблема. И многие делают. Но что касается тонких волос, то я думаю, что обладательницы этих волос редкой красоты, как мы их с вами уже называем, даже не подозревают, что колосок можно сделать и у них. Конечно, он будет не такой широкий, может быть, не такой шикарный, опять же, с точки зрения обладательниц роскошных волос, да, золотовласок. Но для нас, красавиц с тонкими волосами, это будет тоже прекрасная прическа. Хочу еще раз поблагодарить вас за отзывы. Вот в частности, мне сегодня Надежда Егорова, например, написала, что, смотря мои видео, она получает заряд бодрости и оптимизма, начала краситься, хотя на последние 3 года инвалид и сидит дома, быт ее заел, вот, а сейчас она как бы вновь родилась для полноценной, веселой и позитивной жизни, стала краситься и причесываться. А Ольга Яношева искала, видела, какую сделать ей прическу на корпоратив. Все показывали на густых, роскошных волосах, и она была расстроена, что ничего не получится. Вот на самом деле все можно. Так, ну и я уже подготовила волосы, да, я их помыла, сделала маску. Маску я в этот раз сделала кокосовое масло и плюс вот такую банку купила маслотерапия, нанесла на сухие волосы грязные, замотала пленкой, полотенцем, ходила так 3 часа, сейчас я помыла волосы, вот они у меня вот такие. Значит, волосы у меня растут, вот видите, там видно пушковые волосы, вот они всякие маленькие. Это для тех, кто будет комментировать, что я издеваюсь над волосами. Ну так вот, хочу сказать, что они у меня генетически такие. Я над ними не издеваюсь, обрезать я их не планирую. Ну, в общем-то, что я не советую обладательницам таких тонких волос, потому что в процессе стрижки, ну, они потом очень тяжело укладываются, и держится это буквально 5-10 минут, все повисает, и получается, ну, вот такой несчастный вид. Вот, поэтому мы с вами будем их укладывать. Итак, я все время рассказываю, как это делать на пробор, но на самом деле можно и без пробора. Просто вот у меня природный, вот здесь, вот видите, вот такой рост волос, можно сказать, макушка на лбу еще одна. Поэтому я обычно делаю на пробор. Ну, иногда собираю его так, то есть если вы хотите без пробора, вам нужно вот так собрать волосы, да, и подчесать их в этом случае. Вот такой маленькой расческой. Теперь, что касается начесов, да, обратите внимание, что я делаю, так скажем, сидящий начес, то есть я не чешу их вот так, а я их постепенно сминаю. И начес, в отличие от бытующего мнения, это не такая вредная процедура для волос, как казалось бы, да, гораздо вреднее это всякие там завивки, ламинирование и термопроцедуры. Вот. То есть начес, он потом, вот я вам сейчас специально покажу. Это, видите, вроде и начес, вроде он и с лаком, но он легко разбирается. Просто мне многие пишут после моей вот вечерней прически или ракушки для тонких волос, как потом мы это будем разбирать, что типа это такая каска получается, ничего подобного. Если использовать вот лак типа вот этого, это тафт, объем для тонких волос. Написано воздушный объем, сильные волосы. Вот у меня 4, например, а он очень легко счесывается. Да? Я сейчас вам специально разберу этот начес, вот даже тонкой расческой. Вот он раз, видите, весь и расчесался. Вот руками подразобрали, и вот этого начеса как будто и не бывало. Вот, смотрите, видите, все, нет начеса. То есть это не какой-то там смертельный начес-каскад, который я вам рекомендую. Эта прическа достаточно легко потом разберется, как и любая моя прическа, не переживайте. Даже если вы вот лачите, как вы видите, я лачу там каждый слой в своих вечерних прическах, но потом я прихожу домой, беру ну, вот обычную вот такую расческу, и вот, соответственно, ей вот так вот все счесывается, разбирается, и на ночь я остаюсь без этой прически. Поэтому совершенно не бойтесь. Ну, и так начнем. Значит, мы создаем, еще раз говорю, ракушку, да. Давайте попробуем сделать без пробора. То есть мы подчесываем сначала вот эту часть. Ну, наша задача, мы, тонковолосые красотки,
все время бьемся за объем. У меня такое ноу-хау тут. Многие уже видели, кто смотрит мои выпуски. Вот. Дальше мы это делаем каскадно, да? То есть мы сделали сначала на одной пряди, потом делаем на второй пряди. И так мы немножко продвигаемся с нашим объемом. Так, подождали. Вот, видите, уже у нас вот такое получилось. А было все прилизано. Ну вот, дальше, значит. Дальше мы подчесываем чуть-чуть вот здесь бочка. Они нам понадобятся. Мы же колосок делаем, да? Соответственно, у нас прическа получится достаточно приглаженная, но все-таки нам нужно, чтобы у внутренних волос объем был. Да? Поэтому вот здесь мы бочка с вами вот так сделали. Значит, для того, чтобы сделать хороший колосок, что нужно? Ну, во-первых, нужно уметь просто элементарно плести косичку. Если вы не умеете плести обычную косичку, то я рекомендую вам потренироваться. На ком можно тренироваться? Тренироваться можно на подружке, можно на ребенке. Отличный, кстати, вид тренировки. Можно при отсутствии всего вышеперечисленного. Можно тренироваться просто, ну, 3 пояска от халата вот привязали на какую-то штангу, да, и плетете косичку. То есть принцип плетения косички вам должен быть известен. В противном случае вы колосок самой себе сзади вот так руками не заплетете. Вот. Потом нам нужна расческа, нам нужна невидимка. Еще раз повторюсь, невидимки я всегда использую вот такие с круглыми концами, чтобы они не травмировали кожу нашей нежной головы. И, ну, вот какие-то такие невидимки. Вот. Итак, смотрите, вот мы уже с вами подчесали, да. По ходу хочу вам сказать про ежедневную прическу. Вот, кстати, колосок может отнестись и к ежедневной прическе. Вот, либо можно, например, вот видите, у нас уже волосы вот с вами вот так вот лежат прям. Вот, мы можем их просто собрать, да, и каждый день, когда нам не хочется там много начесывать и всего делать, мы вот так вот завернули, ну и такой гулькой, да, раз и гулькой вот такой вот сделали. Вот, видите? И эту гульку вот здесь вот шпилькой раз вот так прихватили. И вот смотрите, можно вот этот хвостик или подрасправить. Ну, соответственно, поправить где-то там у нас петушок, если есть. Вот. Ну, по сути, это такая мини-ракушка у нас получилась, да? Или вот второй вариант, можно эту гульку убрать. Вот, смотрите, вовнутрь, если мы ее убираем. И второй шпилечкой тут прихватываем. Ну, сейчас пусть не так аккуратно, но я хочу, чтобы вы принцип поняли, да? И вот с такой прической лаком зафиксировать. И вот с такой прической можно просто каждый день пойти там куда угодно на работу. Вот, это чтобы много лака не носить, много не начесывать и много не накручивать. Ну, по сути, вот так вот я каждый день хожу, только с пробором. Вот, и колосок, который мы сейчас с вами создаем, он тоже, на мой взгляд, является ежедневной прической. Так, сейчас мы тут все поправим. Итак, вот видите, мы все волосы вывели. Они у нас лежат пышно. Мы их сейчас тоже чуть-чуть подлачим, чтобы они не пушились, да, и была верхняя вот здесь вот форма. Вот. Вот так. Так, и теперь мы начинаем делать наш колосок. Значит, сначала нам нужно зафиксировать вот эту часть. Ну, то же самое и с пробором, да. Помните, когда мы с вами делали вечернюю прическу, и когда мы с вами делали ракушку, там у меня был пробор, но мы точно так же фиксировали вот эту часть, чтобы на ней остался объем. То есть мы ее вот собрали. Это будет наша средняя прядь у колоска. Берем невидимку. На невидимку ее как бы вот так закрепили. И теперь невидимку вправляем туда вовнутрь. Вот она у нас, чтобы она у нас не торчала. Вот, получилась вот такая конструкция. Вот поскольку у меня тут макушки все время на них распадается, мы тут сейчас немножечко подправим. Вот. Вот эта прядь, это будет центральная прядь нашей косы. Смотрите, здесь нюанс. Вот мы ее закололи вот так, а схватить ее нужно вместе с внутренними волосами, чтобы мы
прикрепили эту часть как бы к голове, да, вот за счет этой пряди. Вот у нас. Теперь мы берем пальчиками. Поскольку у нас волосы тонкие, то это достаточно легко. Процедура делается пальчиками. Мы вот так вот отделяем с вами следующую боковую прядь. Вот мы ее отделили. Раз, да, и держим. Вот, смотрите. Видите, самой себе несложно. То же самое. Берем вторую прядь. Вот так ее пальчиком ведем. Отделяем. И, соответственно, вот сюда ее. Кстати, вот я вам могу сказать, что мне на зеркало делать сложнее, чем без зеркала. Вот, видите, вот у нас начала плестись наша косичка. И далее берем опять прядь отсюда, вот так пальчиками. Раз, отделили, сделали. Вот у средней пряди, вот эта средняя прядь идет, да, мы периодически подхватываем волосы с головы, тоже из центра, чтобы наш колосок хорошо фиксировался на голове. И продолжая вот так плести, соответственно, чем мельче у вас будут пряди, тем, ну, как бы, более таким тугим получится колосок, и больше у него будет звеньев, да. Ну, я вот выбираю такое среднее плетение. Вот. И вот так вот, видите, у нас все прекрасно заплетается. Я сейчас плету достаточно туго, чтобы все там не выпадало. Потом мы это поправим. Не забываем подхватывать средней пряди. Средняя прядь, она уже не все время одна и та же. Она меняется в зависимости от того, как мы с вами меняем пряди. Но каждый раз в среднюю прядь не забывайте вплетать центральные волосы, которые там идут, да? Вот. И вот мы с вами уже, видите, доходим до конца. Здесь главное не потерять вот эти вот несколько волосиков, которые остаются в конце, иначе будет некрасиво торчать и будет потом сложно это убрать. То есть мы вот следим, чтобы у нас все прихватилось с шеи, да? И далее можно вот сейчас чуть-чуть прификсировать. Сейчас еще разделим и поправим, чтобы не расползалось, да? Вот, мы получили вот такой колосок. Ну, не знаю, конечно, те, у кого толстые, шикарные волосы, считают его чем-то неприличным. Ну, на мой взгляд, вот я довольна своим колоском. Теперь у нас осталось, ну, как обычно, косица. Что могло там еще остаться из таких 3 волос? Что могло? Ну, косица осталась. Значит, мы с этой косицей что делаем? Ну, кто уже видел мои выпуски, мы ее заправляем вот так вот вовнутрь. Вот это такой, кстати, момент достаточно простой, но я сама много лет почему-то не могла до этого додуматься и не знала. То есть я плела все эти колоски, но ходить с ними не могла, потому что я не понимала, куда деть эту жуткую косицу, понимаете? Ну, там, закручивать ее это как-то не очень. И вот эту косу мы с вами внутри, как бы видите, вот прошиваем, прикрепляя ее к основному плетению. Вот. И теперь нам нужно подвыправить вот эти прядки, ну вот навести порядочек, так скажем. Видите, за счет того, что у меня волосы у корней темнее, даже очень симпатично смотрится, можно и вот здесь вот чуть-чуть вот так подразрядить. Если она у вас будет не такая тугая, да, она уже будет выглядеть поинтересней, побогаче, так скажем. Вот. Здесь вот мы тоже поправляем. Все расчесочкой вот так, видите, сгладить можно еще. И, в общем, вот такой результат получился. Надеюсь, что он вас тоже порадует. Ну все, теперь мы подправляем еще вот так челочку. Вот. Закрепляем все это лаком. Еще у меня, кстати, спрашивали, что делать, если лак не смывается, что голову моют, да, а лак остается, ну, как бы такое липкое ощущение на голове после того, как ее помоешь, а такое ощущение, что лак не смылся. Поскольку мы все с вами используем много лака, потому что в противном случае прическа вообще не держится, да, все разъезжается, пушится, особенно если на ветер выйти. Так вот, у меня была такая проблема одно время, и я, во-первых, посоветовалась с профессиональным парикмахером, пришла в магазин для профессиональных парикмахеров. Есть шампуни,
которые, ну, как бы сильно смывают вот эти все средства, специальные шампуни. Но ими часто пользоваться нельзя, потому что они травмируют волос. То есть эту проблему можно частично иногда решить. А вообще эта проблема несмываемого лака просто, что у вас неправильно подобран лак. Выберите другую марку лака, и этой проблемы не будет. Ну вот, с вами была Таша Муляр. О, забыла серьги одеть. Да, одену свои серьги. Я же дизайнер украшений. Эти серьги есть у меня на сайте. Модель называется Таша. Я их сама обожаю. Мне кажется, что они мне вообще ко всему подходят. Вот они, видите, вот такие вот красивые. Это перламутр и кианит. Они есть в разных цветах. Вот, ну, продолжим. С вами была Таша Муляр. Спасибо вам за ваше внимание. Надеюсь, я зарядила вас оптимизмом и желанием совершать новые подвиги в плане ваших причесок. Быть красивыми, сиять и ощущать себя просто звездами планеты. До новых встреч! Не забывайте оставить мне комментарии, подписаться на мой канал, кто со мной в первый раз, поставить колокольчик для того, чтобы быстрее увидеть мои новые видео. Ну и до новых встреч! Пока-пока!